Твою мать! Что такое? Мы что, опять в чертовом Иллинойсе? Нет, Теннесси вообще-то. Слава богу. The danger monster. Мейлер представляет. Государственная исправительная тюрьма штата Теннесси играла тюрьму «Холодная гора» в фильме «Зеленая миля». Очередной шедевр за авторством дуэта Дарабонта и Кинга. В 96-м году выходит знаменитый роман, а через 3 года его экранизация, которая во многом повторила судьбу предыдущей работы дуэта «Побега из Шоушенка». Смотрите сами. Фильм о тюрьме, фильм о невинно осужденном, фильм не очень хорошо собрал в прокате, фильм не получил ни одного Оскара, но при этом высокие оценки зрителей и признание у кинокритиков. И понятно, откуда оценки и признания. Непонятно, почему нет ни наград и почему маленькие сборы. Ведь к истории Джона Кофи даже в теории нельзя относиться нейтрально. Правда, в отличие от «Побега из Шоушенка», пересматривать «Зеленую милю» желание куда меньше. Ведь каждый просмотр наносит глубокую душевную травму. А ведь это просто фильм. Актерский состав, сам образ Джона Кофи и ужасно жестокая, но при этом вдохновляющая история — все это заставляет забыть, что ты смотришь фильм. А поэтому и эмоции намного сильнее. Да и как не испытывать эмоции, когда на экране видишь Тома Хэнкса, Дэвида Морса, Джеймса Кормуэлла, Сэма Роквелла, Берри Пейпера. Не стоит забывать также про 30 мышей в роли мистера Джинглса. И, конечно, Майкл Кларк Дункан, который начинал свой путь с рытья траншей и благодаря своему телосложению продолжал путь вышибалой в клубах. Затем он работал телохранителем у многих голливудских звезд, а главным толчком для перехода в другую профессию стало убийство одного из его клиентов. И в 1997 году Майкл Кларк Дункан начал сниматься в рекламе и кино. К сожалению, столь харизматичную личность Голливуд потерял в 2012 году. Но созданный образ Джона Кофи, а также фильм «Зеленая миля» останется навсегда. К слову, по законам штата Теннесси, где находится тюрьма, казнь на электрическом стуле применяется только в том случае, если у штата не будет необходимых медицинских препаратов. Последний, кому так повезло, был Дэрил Холтон, осужденный за убийство своих 3 сыновей и их сводной сестры. Все это было в 2007 году. Поэтому, заезжая в Теннесси, надо понимать, что можно присесть на не особо удобный стул и увеличить расход электроэнергии на короткий срок. Со времен съемок «Зеленой мили» тюрьма изменилась мало. Правда, в любом случае, вход сторожит охранник с боевым оружием. И попасть в тюрьму можно 2 путями. Или через кино, или через нарушение закона. Я выбрал второй вариант. Что за херня? За что меня задержали? Твой дружок-стукачок сообщил нам, что ты постоянно пел песню «It ain't going to rain no more» в нашем штате. И что теперь? Все будет хорошо. Через ваше тело будет пропущено электричество, и тогда вы умрете. Пустить так. Только сейчас я понял, что натворил. Я следовал логике. Нет обзоров для меня, значит не будет и для всех. Ярость ослепила мои без того небольшие глазки, позволив мне не просто лишить всех обзоров, но и лишить себя друга.
Так приятно, когда в памяти есть моменты, вспомнив которые на лице появляется улыбка, а по венам проходит электрический ток. В голове я прокручивал веселые деньки, проведенные в Б-трип, и это натолкнуло меня на мысль. Прически на старых фотографиях кажутся странными, да и старые переписки перечитывать тоже стыдно. Ах да, но на смену радости поспешила печаль. Примерный перевод «Книга мертвых». Of the Dead. С ее помощью Served as a открывается проход passageway в to the загробный evil мир. worlds beyond. В XIV веке она исчезла. The book disappeared. Точно! Почему я сразу не додумался? Девушки, мне тут друг убитый, не подскажете, где я могу найти заброшенную хижину из зловещих мертвецов? Совсем убитый? Вообще никакой. А почитать есть чего? Зачитаешься. Щербаков, 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 ты лучшее произведение богов. Описать твою крутость не хватит слов. Щербаков, Щербаков, Щербаков. Стоп! Хижина там, за проволокой. Ну вот, мы пришли. А где, собственно говоря, сама хижина? Это все, что от нее осталось. Хижина давно сгорела. Напоминает мою веру в отечественный кинематограф. А что твой друг делает, а? Пьешь позвонить, а? В этих глухих, безлюдных лесах когда-то снимали зловещих мертвецов. Фильм, который повлиял на многих режиссеров, на многих людей, и всецело является примером того, что нужно стараться осуществить мечту, и тогда шансы на успех увеличатся. Речь, конечно же, про мечту Сэма Рэйми снять кино. Как вы знаете, все началось с короткометражки под названием «В лесах». Не стоит строго судить качество, ведь Сэм пытался хоть как-то раздобыть денег на полный метр. И через время деньги были найдены. Но суммы столь крохотные, что, как обычно, пришлось полагаться на хороших друзей и родных. А посему съемки затянулись, и до финальной стадии дошли не все. В интернете существуют целые нарезки с указанием частей тел, которые выдают Сэм Рэйми за части тел актеров из оригинального каста. Также стоит учитывать, что, узрев зловещих мертвецов, небезызвестный режиссер «Властелина колец» Питер Джексон воскликнул: «Боже, да я тоже так могу! Фильм снят на 16-миллиметровую камеру, а у меня есть точно такая же!»
и с тех пор его карьерой стал кинематограф. Сам же фильм «Зловещие мертвецы» снимали в этих бесконечных лесах штата Теннесси, в которых много живности, мошек и другого неприятного. Саму хижину найти крайне сложно, ведь от нее ничего не осталось. Вы можете спросить, а как же подвал? На самом деле подвалом прикрывался гараж Сэма Рэйми, и отношения к дому в лесах штата Теннесси он не имеет. Вторая часть истории про дедайтов снималась также здесь. Она и ремейк, и продолжение. По одной причине. Права на первую часть остались не у Рэйми. После премьеры и успеха, к которому приложил слово сам Стивен Кинг, на первую часть и на режиссера обратили внимание. Рэйми получил денег и решил ремейкнуть сам себя, что получилось восхитительно. Все те же, все то же, но круче, бодрее, веселее и качественнее. После второго фильма место с хижиной обрело статус Мекки киномана. Мало кто знает, но сама хижина принадлежала охотнику, который возвел ее с целью спокойно жить и спокойно охотиться на местную фауну. И как вы понимаете, после образования киномана потока к дому охотника, планы пошли крахом и нервы начали сдавать. В один прекрасный день хижина абсолютно случайно сгорела. Территория все так же принадлежит тому охотнику, а от хижины остался лишь камин. Но зло не ушло из тех мест. Ты! Я? Да. Семки есть? Нет. Попрыгай. Окей. Кстати. Ой, ну, может посмотрим все-таки выпускной? Выпускной же отстой! Да ладно, четкий фильм, пошли попалим. Нет, я не буду смотреть это говно. Офигенный четкий фильм, мамой клянусь. Плохой, хороший, 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 плохой, хороший. Ты как? Я нормально, ты как? Слушай, подожди. Где он телефон?